Когда отец Элеодор попросил о своем переводе в Волынскую епархию, то архиепископ Волынский и Житомирский Антоний Храповицкий принял его в число братьев Почаевской Успенской лавры. В Российской империи Волынская губерния входила в состав так называемого Западного края. Здесь очень остро стоял национальный и вероисповедный вопрос, потому что эти исконно русские земли в течение 200 лет принадлежали Речи Посполитой. Это было католическое государство, которое стремилось искоренить в своих границах православную веру и насаждало унию. С разделами Речи Посполитой большинство старых русских земель вернулись в российское государство. Однако даже к началу XX века межэтнические противоречия здесь были по-прежнему сильны. Конкретно на Волыни продолжалось многовековое противостояние между русскими и евреями, потому что евреи взяли в свои руки всю торговлю, и благодаря этому они имели огромное влияние в этом регионе. Конечно, такой крупный православный монастырь, который стоял в этом краю, не мог не обрести политического значения. Почаевская лавра испокон веков была оплотом и символом русской государственности. И волынские крестьяне привыкли считать лавру своей спасительницей и прибегали к ней в разных скорбях и неприятностях. Наверное, во всей Российской империи не нашлось бы монастыря, который лучше подошел бы отцу Элеодору, чем Почаевская лавра. Тут и симбиоз религии и политики, и громадная аудитория, это десятки тысяч богомольцев, которые приходили на различные праздники. И не только молились, но и по традиции, которая существовала в Почаевской лавре, братья устраивали для них беседы под открытым небом, своего рода лекции. Именно здесь в полной мере проявил себя ораторский талант отца Элеодора. Обычно он созывал паломников в колокольне и там под открытым небом, стоя на помосте, произносил речь. Надо понимать, что микрофоны тогда еще не изобрели, и поэтому говорить надо было очень громко. И вот отец Элеодор орал так, что его проповедь была слышна даже на базарной площади. Беседы его имели успех, слушатели занимали не только Лаврский двор, но залезали на деревья и заборы, а часто можно было видеть, как в базарные и ярмарочные дни продавцы и покупатели бросали свои ваза и целыми часами слушали горячего проповедника. О чем же он говорил? Говорил он на свою излюбленную тему – о трагическом положении, в которое попала Россия, отступив от седой старины и исконно русских начал. Очень важно то, как он говорил. Он говорил шутками и прибаутками, с острыми казацкими словечками. Он умел говорить с народом на его языке, и поэтому имел успех. Внимание огромной аудитории быстро вскружило голову молодому проповеднику. Элеодора бабы испортили своим неистовым обожанием, говорил архиепископ Антоний. Благодаря им он так возомнил о себе, что если толпа меньше 10 тысяч человек, то он и говорить не хочет. Когда я прочитала эти слова в первый раз, я подумала, что это гипербола. Однако оказалось, что эта цифра взята вовсе не с потолка, а из статьи самого отца Элеодора. Вот что он писал в Почаевских известиях. Он говорил, что он готов ездить по селам с проповеди, но при таком условии. Только это нужно устраивать так, чтобы в известное место, например, в какое-либо село или местечко, собиралось не 200-300 человек, а 1006, 7, 10. Тогда будет хорошо. Конечно, отец Элеодор льстил себе, когда приписывал такой успех только собственным заслугам. Если бы слушатели не перенесли на него авторитет Почаевской лавры, то у него бы такого успеха не было. Но он это, конечно, не понимал. Теперь скажем о том, чем еще был занят отец Элеодор в Почаеве. Его главное послушание было в монастырской типографии. Он был туда назначен в помощь заведующему, архимандриту Виталию Максименко. Это незаурядный человек, впоследствии архиепископ РПЦЗ. В те годы он был довольно молод, однако это был аскет, подвижник, который строго постился и спал на голых досках. Он принимал по 200 человек в день, которые обращались к нему с разными житейскими и духовными вопросами. Отец Элеодор увидел в нем учителя и перенял у него очень многое: тесное общение с паствой, страсть к проповедям, патриотический дух, крепкие выражения и даже вот эту аскетическую привычку спать на голых досках. Итак, два очень молодых и очень деятельных монаха. Они прожили бок о бок всего год, но за этот год они успели сделать столько, что материала хватило бы на целую книгу. Основных направлений у них было два: Почаевский отдел Союза русского народа и газета «Почаевские известия». Почаевский отдел Союза русского народа, больше известный как Почаевский союз, был создан 13 августа 1906 года. Его возглавил отец Виталий. Хотя я предполагаю, что замысел привез именно отец Элеодор из Ярославля, где он привык работать именно в рядах Союза русского народа, и поэтому на Волынской земле он вернулся к этой привычной для него организационной форме.
Союз быстро рос усилиями отца Виталия и отца Элеодора, которые поставили перед собой грандиозную задачу – объединить в своем союзе всю Волынь. Впоследствии отец Элеодор говорил, что поставил под знамя Союза русского народа 2 миллиона человек, то есть все население Волыни. Это, конечно, было преувеличение. На самом деле, к моменту его отъезда из Волыни всего было 130 тысяч членских билетов. Но это тоже, конечно, громадная цифра. Почаевский союз – это невероятно интересное учреждение, у которого было множество интересных проектов. Самый интересный, на мой взгляд, это попытка передать торговлю из еврейских рук в русские с помощью создания потребительной лавки, или, как бы мы сейчас сказали, торговой сети. В Почаеве находилась главная лавка и склад, а по селам – филиалы. Когда крестьяне заводили в селе собственную торговлю, они вешали гордую вывеску «Русская лавка». Отец Элеодор утверждал, что всего было открыто 400 таких лавок. Лавки Почаевского союза создали сильную конкуренцию для евреев, и впоследствии писатель Иван Родионов, о котором мы еще много будем говорить, выразился так, что отец Элеодор хлопнул евреев по карману. Теперь перейдем к газете «Почаевские известия». Изначально ее создал отец Виталий, чтобы понятным языком объяснять народу текущие новости. Когда на Волынь переехал отец Элеодор, он стал соредактором этой газеты, и с тех пор оба работали в редакции вместе. У них получилась живая, дешевая, чисто народная газета черносотенного направления с акцентом на насущный для Волыни еврейский вопрос. Сразу нужно оговориться, что редакция предлагала решить этот вопрос мирным путем, посредством, как они говорили, экономической самообороны, то есть бойкотирования еврейских торговцев, врачей и адвокатов, и развития сети союзных лавок. Газета надеялась, что экономическая изоляция лишит евреев дохода и заставит покинуть Россию. Но, к сожалению, на легальной почве редакторы удерживались с огромным трудом, и они откровенно симпатизировали погромщикам и самосудникам. В качестве соредактора Почаевских известий отец Элеодор особенно отличился тем, что выступал за активное применение смертной казни против революционеров, а также либералов. Причем он не просто выступал. Вопрос, как он выступал? Он сочинял красочные описания обстоятельств казни, он придумывал различные протоколы, он придумал чудовищные способы казни, там взорвать, например, революционеров их же бомбой, взорвать помещение, где нашли эту бомбу, взорвать все еврейское население того города, где нашли бомбу и так далее. Или у него были такие проекты, как повесить членов Государственной Думы во главе с ее председателем прямо у Таврического дворца, где она заседала. Еще один у него проект был повесить графа Витте в Москве на Красной площади в присутствии всех министров. А в другой статье в московской черносотенной газете «Вече» он вообще написал «вешать, вешать и без конца вешать». Проблема тут не только в том, что монах выступает за смертную казнь. Главная проблема в очевидных садистических наклонностях, которые неожиданно в нем обнаруживались. В его желании всех перевешать есть что-то патологическое. Я думаю, что у отца Элеодора была склонность к садизму. Архиепископ Сергий Строгородский ему очень верно сказал: вы прямо-таки смакуете смертную казнь. Особенно скандальные статьи отец Элеодор написал в январе 1907 года. После такого случая редакция Почаевских известий получила анонимку, в которой ей угрожали взорвать ее вместе со всей Почаевской лаврой. Отец Элеодор был так возмущен, что дал волю своему бурному темпераменту и прямо стал призывать народ к восстанию и к самосуду. Вот что он писал. «Так идите же, аспиды, в злой час, готовы встретить вас и днем, и ночью. А вы, православные, возлюбленные дети наши, готовьтесь к смертному бою за осмеянную и поруганную безбожниками веру Христову». А на страницах газеты «Вече» он выразился еще ярче. «Так выступайте же, черные миллионы, на подвиг. Я, иеромонах Элеодор, благословляю вас на святое великое дело освобождения Родины дорогой от проклятых Богом и осужденных людьми безбожников, грабителей, кощунников, бомбометателей, подстрекателей, газетных лгунов и клеветников». Все эти скандальные статьи вызвали гнев обер-прокурора Святейшего Синода Извольского, и по его требованию отец Элеодор был уволен от должности редактора Почаевских известий. При этом архиепископ Антоний Храповицкий попытался за него заступиться, и вот что он написал. «Сей пылкий и очень болезненный юноша 26 лет, совершенно бесхитростный и искренний, но аффектированный патриот, имеет самые благие намерения по отношению к церкви и Отечеству, но не умеет их осуществлять с достаточной сдержанностью и завещанной в Евангелии негневливостью». Отец Элеодор со своей стороны тоже попытался добиться восстановления в должности. Он посетил митрополита Санкт-Петербургского Антония, первенствующего члена Святейшего Синода, архиепископа финляндского Сергия и обер-прокурора Извольского. Но все они только упрекали его за слишком резкие статьи, каждый на свой лад.
При этом Извольский договорился до следующей скандальной фразы: «Ведь лавру еще не взорвали. В общем, когда убьют, тогда и приходите». Ничего не добившись, отец Элеодор излил свою горечь в огромной статье под названием «Мое оправдание перед высокими судьями». Там он доказывал свое право как священника проповедовать радикальные политические взгляды и обвинял своих оппонентов. Причем митрополита Антония он открыто назвал изменником, предателем, губителем Отечества. Архиепископа Сергия он назвал малодушным трусом, а с мирянином Извольским еще меньше церемонился. Затем он прошелся по митрополиту Антонию уже устно в Москве на 4-м Всероссийском съезде Объединенного Русского Народа. Там он сравнил его с Каиафой. Вернувшись со съезда, отец Элеодор получил выговор от архиепископа Антония за эту речь и за другие свои подвиги в столицах, о чем мы подробнее поговорим в следующем выпуске. Под угрозой запрета в священнослужении он покорно дал подписку, обязуясь не поносить более святителей. На несколько недель жизнь, казалось, вошла в прежнее русло. Отец Элеодор продолжал заниматься делами Союза, проповедовал и так далее, но случилось вот что. Во время одного из патриотических шествий, которое устроил Почаевский союз, в толпу бросили камень. Кроме того, отец Виталий снова получил анонимку, где снова угрожали взрывом типографии. И, наконец, жандармы нашли в Почаеве нескольких террористов, при которых было 7 бомб и материалы для их снаряжения. Таким образом, стало понятно, что угрозы лавре были не простыми угрозами, что под ними была реальная почва. Отец Элеодор был очень взволнован. Свое состояние он характеризовал так: «Мозги от негодования не работают, мысль прерывается, сердце на части разрывается». Он послал телеграмму на высочайшее имя с жалобой, причем жаловался не только на евреев, но и на священноначалие, и даже на обер-прокурора Синода, причем припомнил ему ту скандальную фразу о том, что ведь лавру еще не взорвали. Эту телеграмму он напечатал в Почаевских известиях. На следующий день архиепископ Антоний переслал этот скандальный номер в Синод и констатировал, что на слово отца Элеодора полагаться нельзя, потому что он дал подписку, но ее не выполнил. Поэтому он просил перевести отца Элеодора из Волынской епархии на его родину, на Дон. Согласитесь, это странно, что архиепископ Антоний так быстро изменил свое мнение об отце Элеодоре, которого только что защищал. И здесь я хочу привести слова отца Павла Флоренского. «Антоний погубил Элеодора, которого горячил и наускивал, а потом предал». По настоянию архиепископа Антония Синод распорядился перевести отца Элеодора, но не в другую епархию, а в Житомир, Волынский архиерейский дом. То есть с тех пор отец Элеодор должен был жить прямо под одной крышей с тем архиереем, который его так ненавидел. Конечно, это архиепископу Антонию не понравилось, и когда отец Элеодор к нему приехал, он его попросту выгнал, не дав ему даже переночевать. Деваться было некуда, и отец Элеодор поехал к себе на родину. Официально это было оформлено как отпуск для лечения. С тех пор они с архиепископом Антонием друг друга ненавидели. Преосвященный Антоний называл отца Элеодора нахалом, честолюбцем, карьеристом и так далее. А тот сначала отмалчивался, потому что деваться ему было некуда, он говорил: мы друг друга уважаем, но впоследствии, когда у него такая возможность появилась, он о нем отыгрался. Он написал, что Преосвященный Антоний сквернослов, матерщинник, расточитель народных денег и так далее. Окончательное прощание с отцом Виталием и волынскими крестьянами состоялось позже, в феврале 908 года. На память о союзе отцу Элеодору остался двухоршинный кизиловый посох, который ему поднесли от 50-тысячного волынского народа. По черному фону шли 2 красные надписи: «Союз русского народа» и «Надежная опора законности и порядка», со знаком, собственно, союза. Посох был увенчан набалдашником в виде сжатого кулака, который держал 4-конечный крест. Отец Элеодор толковал символическое значение этой фигуры так: с врагами надо бороться сначала крестом, потом кулаком и, наконец, дубиной. Так закончился Почаевский год отца Элеодора. Плоды этого периода были налицо. Почаевский союз вырос количественно и качественно и продолжал расти уже под руководством только одного отца Виталия. Почаевский год показал, что потенциал отца Элеодора огромен, и ограничивать его деятельность масштабом одного монастыря или одной семинарии – это значит колоть орехи микроскопом. Он стал знаменитым патриотическим оратором, проповедником. А в то же время за Почаевский год у отца Элеодора проявились тревожные признаки: привычка к жестокости, к руганью, признаки психического заболевания, явные симптомы мании величия и чего-то еще. Но ярче всего проявились черты не душевного, а духовного заболевания. В рапорте Синоду Преосвященный Антоний писал:
И иеромонах Элеодор никого не слушает, пребывая в самообольщенной уверенности, что он избранный Богом Спаситель России, которому нечего считаться с каким бы то ни было начальством. Некоторые современники характеризовали душевное состояние отца Элеодора аскетическим термином «прелесть».